точную причину такой аномалии наука дать не может. Духи этого леса, вы можете выйти со мной на контакт. На протяжении всего видео призрак заснят несколько раз. Твою ж мать, это не человек. Привет, друзья! Сейчас я нахожусь в одном из самых мистических и окутанных тайнами леса России. Здесь стволы деревьев изогнутые, словно луки, и такое встречается очень редко в природе. Официальная наука объясняет искривление стволов деревьев влиянием геомагнитного излучения Земли, также вихрей и перепадов температур. Но точную причину такой аномалии наука дать не может. Говорят, тут даже грибы растут такими же кривыми, как и деревья. Я же думаю, если это влияет на деревья и на грибы, то вполне возможно, что это может повлиять и на человека. И это подтверждает множество легенд. Говорят, при длительном нахождении в лесу теряется чувство времени, начинает болеть или проходит голова, а также заряжаются сами телефоны, сами по себе. Самая давняя легенда гласит, что тут проводили ритуалы тырковские ведьмы. После этого энергетика леса испортилась. Я нахожусь в лесу около 2 часов. И действительно, я заметил, что с моим сознанием что-то не так. Будто какая-то туманность мешает мне сосредоточиться. Но, тем не менее, вы видите палатку.
А это означает, что я пробуду здесь некоторое время не днем, а ночью. Я хочу проверить несколько легенд. И как бы мне не было страшно, а мне действительно страшно делать это в этом лесу, где колдовали ведьмы. Я проведу ритуал с доской Уиджи. Видно невооруженным глазом, что лес имеет таинственную силу. Доска Уиджи тоже очень опасный инструмент. Я надеюсь, что эти два предмета дадут свой необыкновенный результат. Итак, друзья, для начала я хочу походить по лесу и проверить работоспособность вот этого компаса. Обычный компас. Буду ходить по лесу и смотреть, будет ли аномалия. В данный момент в палатке ничего с компасом особо не происходит. Он ищет север. Так, попробую возле того кривого дерева для начала. Медленно поворачивается стрелка на север. Итак, друзья, аномалий, связанных с компасом, никаких нет. Компас ведет себя так же, как в любом другом лесу или в другом месте. Я замерил все еще на Эми, электромагнитный измеритель. Тоже нет никаких сигналов, но я заметил, что в этом лесу очень тихо. Я еще не слышал ни одной птицы. Тут даже, в принципе, ветра нету. Сейчас я выйду на улицу, включу микрофон, послушайте. Вот микрофон. Сейчас слышу, как скрипит дерево где-то неподалеку. Хотя до этого такого не было. Была полная тишина. Итак, друзья, я хочу сейчас приступить к самому страшному эксперименту. Это ритуал с доской Уиджи. Я зажег одну свечу. Собственно, буду приступать. Духи этого леса.
Вы можете выйти со мной на контакт. Духи этого леса. Вы можете со мной выйти на контакт. Духи этого леса. Вы можете со мной выйти на контакт. И здесь тишина. К сожалению, друзья, и с доской Уиджи тоже ничего не получается. Буду пробовать другие эксперименты. Итак, друзья, в данный момент на улицу снял 2 камеры и 1 рацию. Вторая рация у меня здесь. Сейчас попробую позадавать некоторые вопросы. Если в этом лесу есть духи, вы можете дать мне знак? Если тут кто-то есть, вы можете дать мне радиосигнал? Итак, друзья, пока что бы я не пробовал, тишина, никаких реакций. Сейчас я думаю выключить полностью свет, остаться в этом лесу в полной темноте и ждать, пока что-нибудь не произойдет или пока мне не надоест. Так, друзья, попробую еще. А это кто такой? Откуда он взялся? Охренеть, паук. Не хочет уходить с доски. Ну, если она ему понравилась, пускай сидит. Сейчас еще раз попробуем с доской Уиджи, но уже в палатке. Если ничего, то вырубаю свет, выключаем. Здесь есть кто-нибудь? Вы можете дать мне знак?
Стакан дернулся. Камера. Духи этого леса. Вы тут? Кто здесь? Рация шатается. Ее кто-то тронул. Тут есть кто-нибудь? Тут есть кто-нибудь? Тут есть кто-нибудь? Кто там? Твою мать. Кто здесь? Я не знаю. Может, это фонарик, тень откуда-нибудь показалась. Может, это фонарик, тень откуда-нибудь показалась. Сейчас четко почувствовал чье-то присутствие сзади. Здесь
Есть кто-нибудь? Друзья, все очень странно. Очень странно. Я будто кого-то видел, но в этом, конечно, не уверен. Дернулся стакан. Был сигнал по рации. Здесь явно что-то есть. Или кто-то есть. Снова какой-то шорох, скрип. Сказала, уходи. Рация снова шатается. Сейчас проверю ее на Эми. Сигнала нет. Кто здесь? Кто здесь? Здесь есть кто-нибудь? Здесь есть кто-нибудь? Твою ж мать. Это не человек. Это не человек.
Я сейчас видел собственными глазами. Передо мной проскочила. Тихо. Кто вы? Что вам нужно? Хорошо. Я уйду. Черт. Надо валить отсюда. Друзья, я собираюсь и выхожу, потому что вы сами видели и сами все слышали. Это точно не человек. И если отсюда не уйти, добром это может не кончиться. Да и к тому же я считаю, что в принципе заснял достаточно материала. Признаюсь честно, призраки этого леса напугали меня до ужаса. Такого страха я еще не испытывал никогда. Впрочем, как я никогда еще не снимал таких кадров. В процессе монтажа я увидел гораздо больше, чем когда был в лесу. Мне кажется, что все началось с доски Уиджи, когда именно в первый раз я провел ритуал. Духи этого леса, вы можете выйти со мной на контакт. Именно в тот момент сзади меня появился первый призрак. Духи этого леса. На протяжении всего видео призрак заснят несколько раз, и мне кажется, что это вовсе не один призрак, они все разные. Один выглядит как человек, только теряется в деревьях и пропадает. Другие похожи на плотную туманность. На этот раз я очень доволен полученным результатом, но побываю ли я еще раз в этом лесу, я не знаю. Призраки почему-то пытались меня выгнать из леса. Я скажу, что на этот раз я с радостью ушел. Там было действительно страшно. Но на этом, друзья, все. До скорых встреч.